Привет, друзья! С вами Лада, и мы продолжаем все вместе готовиться к Пасхе. И в этом видео мы будем плести из газетных трубочек вот такую замечательную подставку под пасхальные яйца. Эта подставка имеет очень интересную конструкцию, но плетется она довольно-таки легко. С ней справится любой начинающий, и она станет отличным украшением для вашего пасхального стола. Буду плести я эту подставку из газетных или бумажных трубочек. Я их кручу сама из чистой газетной бумаги на тонкую спицу. Все ссылки на видео, где я кручу такие трубочки, как я их окрашиваю, я оставляю в описании под видео. Обязательно заглядывайте туда. Сама подставка состоит у нас как бы из двух частей. Вот сейчас я плету первую основную часть. Начинаю я с плетения круглого дна, выкладываю его следующим образом. То есть я взяла 4 трубочки, разделила их пополам 2 на 2 и выложила их вот таким крестом. И начинаю всю эту конструкцию оплетать двумя рабочими трубочками. То есть получается у нас плетение идет сейчас веревочкой в 2 трубочки. Да и в принципе саму подставку мы будем плести веревочкой в 2 трубочки. Тут таких сложных узоров никаких я не ввожу. Первый ряд я плела по 2 трубочки, а затем на втором ряду я начинаю разъединять вот эти группы в 2 трубочки по одной и начинаю плести уже по одной трубочке. Здесь у меня уже сплетено в общей сложности 3 ряда. И сейчас я беру трубочки, то есть получается у меня 8 стоек, 8 трубочек еще беру, срезаю кончики наискосок ножничками. И это у меня будут дополнительные стойки, которые я буду добавлять уже к имеющимся у меня в круглом дне. Вот таким образом я добавляю дополнительные стойки в основании круглого дна к уже имеющимся. То есть я беру ножничками, расширяю место уже имеющейся стойки совсем чуть-чуть, потому что не нужно здесь глубоко вставлять дополнительную трубочку, здесь и так места не особо много. Вставляю эту дополнительную трубочку буквально на полсантиметра и оплетаю все это дело. Да, они могут выскакивать в некоторых моментах, но главное их хорошо закреплять рабочими трубочками, и все будет окей. Можно капнуть клей ПВА, если вы сомневаетесь в прочности, но поверьте, что будет очень прочно. Вы когда проплетете следующие ряды, вот эти стойки новые, они хорошо закрепятся в своем положении и уже не будут никуда выскакивать. А уже при плетении последующих рядов я обязательно капаю на те стойки, которые добавляла сейчас, капельку клея ПВА. И вот тогда при плетении, при оплетании рабочими трубочками это все закрепляется в разы и будет все прочно держаться. Вот так я продолжаю плести круглое донышко. На моменте плетения 7-го ряда я разделяю группы трубочек по одной и оплетаю уже по одной стойке. На первом ряду у меня задача именно разъединить и оплести каждую стойку очень аккуратно. А уже при плетении 2-го ряда по одной стойке здесь у меня задача идет выровнять расстояние между каждой стойкой, чтобы все аккуратно было и равномерно. Так что вначале не пугайтесь ни в коем случае, если стойки у вас гуляют непонятно как, они потом выровняются обязательно. Я немножечко проплела, и здесь вот у меня подготовлена заранее форма такая-то, конфетница или соусница, небольшая, буквально глубокая. И сейчас я просто примеряю свое плетеное донышко именно к этой форме, то есть я буду плести потом по форме, и я смотрю, как оно у меня ложится. Если ложится хорошо, то я продолжаю плетение уже по этой форме. Я ее никак не закрепляю, вот просто приложила, ручками держу и плету. Вот таким образом я продолжаю плести дальше, то есть плету я по форме вот этого небольшого пузатика и сверху вниз. Мне так удобнее на камеру плести. Я очень аккуратно наклоняю стойки, чтобы не было никаких заломов, хотя в принципе и заломов-то быть не должно здесь, но тем не менее все равно все делаю аккуратно. И здесь я очень большое внимание уделяю наращиванию трубочек. Почему? Потому что подставка устроена следующим образом. Не поймешь, какая у нее сторона лицевая. И хочется, чтобы обе стороны выглядели аккуратными.
Хотя, с другой стороны, внутри подставки все равно будут находиться яйца, и даже если мы сделаем эту внутреннюю часть подставки изнаночной стороной, то в принципе видно ничего не будет. Но мне здесь захотелось именно аккуратности с изнаночной стороны, поэтому я очень большое значение уделяю наращиванию трубочек. У кого не получается наращивание, обязательно посмотрите мое видео по наращиванию трубочек. Я его снимала еще летом, но ссылку оставляю в описании. Заглядывайте в описание обязательно. Скажу, что чтобы наращивание у вас получалось идеально незаметным, нужно лучше всего держать концы трубочек сухими. Концы трубочек, то есть это где скрутка, где вы срезаете, и начало трубочки, во что вставляете эту скрутку. И вот где начало трубочки, подрезайте буквально 1-2 миллиметра, вот этот косой кончик, и тогда вот это наращивание у вас будет наиболее незаметным. Здесь все-таки плетение я с формой закрепила, у меня есть вот такая волшебная резинка, которую я разрезала на 2 части, и ей скрепляю плетение с формой. Очень удобно, кстати. И вот таким образом плету дальше, не торопясь. Все делаю очень-очень аккуратно, плавно. А на этих моментах я срезала стойки для того, чтобы длина их не мешала мне снимать видео. Хотя вы можете стойки не срезать, а ими уже делать загибку, но здесь я снимаю видео, и на камеру мне некоторые моменты не всегда удобно показывать и делать. Поэтому вот так. Я практически закончила плетение основной части подставки. Здесь сколько у меня рядов сплетено, даже и не посчитать на первый взгляд. Но я обязательно оставлю в описании информацию. Здесь я убираю рабочие трубочки, убираю их обычным способом перед стойками. То есть сначала одну вот так наискосок срезаю, и перед стойкой вот сюда ее прячу, немножечко ножницами расширяю расстояние рядышком. И вторую стойку также у следующей стойки. Вторую трубочку рабочую также у следующей стойки, оговорилась, простите. Ну вот такая малюсенькая тарелочка у нас с вами получилась, это пока еще не все. Смотрите, она довольно неустойчивая получилась, то есть она шатается из стороны в сторону, и, естественно, это все мы сейчас будем исправлять. И сплетем мы ей ножку. И плести я ее буду следующим образом. Во-первых, я переворачиваю эту тарелочку, и сейчас буду вставлять дополнительные трубочки-стойки, на них уже плести в ножку буду. А трубочками-стойками у меня будут служить те трубочки, которые я обрезала. В общем, все идет в дело, так что не переживайте, кто беспокоится о том, что я не экономная. Я на самом деле очень экономна в некоторых ситуациях. Так что все окей. Сейчас вы видите те места, где у нас с вами 6-й ряд был, и уже на 7-м мы разделяли группы трубочек по одной плели. Вот там есть такое небольшое расстояние, небольшой просвет, куда проникают ножницы, и именно вот в эти места я буду вставлять дополнительные трубочки. То есть я потихонечку ножницами расширяю расстояние в этом месте, беру трубочку, срезаю у нее немножко наискосок кончик, капаю клей ПВА внутрь вот того отверстия и вот эту трубочку вставляю туда. Обязательно капнуть лучше всего ПВА, конечно, для того, чтобы все ровно, крепко держалось. Вот такое солнышко получилось. Стойки эти я немножечко подрезаю по длине, для того, чтобы
Они нам, во-первых, не мешали на камеру, а во-вторых, просто этой длины достаточно, на самом деле, чтобы сплести ножку, она не такая уж и высокая будет. И вот как раз-таки вторую половинку трубочки я вставляю рядом с уже имеющейся трубочкой. Я решила, что здесь у меня будут двойные стойки. И сейчас мы будем с вами плести ножку. Здесь я вот эти все двойные трубочки стойки разминаю у основания и вот так вот направляю их кверху, то есть придаю, ну так, символично придаю им будущую форму ножки. И сейчас я начинаю оплетать двойные стойки. Я беру 2 трубочки, так как буду плести веревочкой в 2 трубочки. И вот таким образом я вставляю трубочки в основание, откуда у меня исходят вот эти двойные стойки. И начинаю плести веревочкой в 2 трубочки. Вот таким образом у нас плетется первый ряд. Здесь я не делаю никаких переходов в рядах, то есть я плету по спирали. Вот как вы видите, я дошла до места начала первого ряда, и вот так вот по спиральке я продолжаю это все дело плести. Таким образом я плету дальше, здесь я плету не по форме, то есть ножка у меня идет на расширение, и я, соответственно, пальчиками и руками стараюсь эту форму держать. То есть плести, немножечко наклоняя стойки на себя. Вот здесь вот уже на третьем ряду я поняла, что расстояние между стойками двойными увеличивается ого-го как, и мне очень сложно здесь оплетать и держать форму непосредственно как мне нужно. И сейчас я просто эти группы трубочек разделяю по одной и начинаю плести по одной. Но обязательно я все это держу, чтобы у меня плетение не ушло вовнутрь. Конечно, здесь вы бы видели, в каком положении я это все плету. Я это плету практически стоя коленями на полу и смотря немножечко вверх на стол, на котором у меня расположено само плетение. Кстати, в инстаграме в сторис я выкладывала фоточку, как я это все делаю, очень, конечно, забавно. Это называется «Мы придумываем свои позы для плетения», но это на самом деле так, потому что бывает мы плетем и в таких интересных позах, что прям мам не горюй. Кстати, напишите в комментариях, как вы любите чаще плести свои изделия, стоя, сидя, может быть, кто-то плетет на коленках. Напишите обязательно, мне будет очень интересно почитать. Ну вот практически и все. Наша подставка почти готова. Я у ножки проплела где-то рядов 6, убрала рабочие трубочки, точно так же, как и на основной части этой подставки на тарелочке. Я этот момент не стала повторно показывать, повторять, тут все и так понятно. Здесь я стойки все под нолик обрезаю, потому что, ну, мне кажется, что здесь загибка и не нужна.
Вот таким образом, не жалея, обрезаю все стойки бокорезами. Кстати, это очень удобно. Единственное, что вот эти места, которые остаются от обрезания, они остаются не прокрашенные. Этот момент можно легко исправить, взять тот раствор, которым вы красили трубочки, и подкрасить эти места, и ничего не будет видно. Если вы чувствуете, что здесь вам нужна загибка, то обязательно делайте загибку, конечно. Я показываю лишь свой вариант плетения этой подставки. Вы можете видоизменять, фантазировать, добавлять что-то, убавлять свое. В общем, фантазии нет предела, как говорится. Ну вот такая тарелочка или подставочка у нас с вами получается, такая небольшая конфетница в миниатюре, можно сказать. Но, конечно же, это еще не все. Вот то, что мы плели с вами основную часть, вот эту тарелочку, она у нас осталась без загибки. Но как же так? Это нужно исправлять обязательно. И здесь я сделаю загибку красивую. Я беру трубочки, новые уже, они у меня увлажненные, и вставляю их в те места, где у нас стойки. И я начинаю делать загибку в этой тарелочке. Загибка у нас будет простая, но от этого не менее интересно смотрится она. Каждую стойку я завожу за вторую. Я, наверное, вас уже замучила такими легкими загибками, но мне на самом деле они очень нравятся, потому как они не требуют каких-то подсчетов, какого-то большого времени на их исполнение. В общем, они, на мой взгляд, достаточно идеальные загибки. Конечно, загибки, как я уже говорила в каком-то своем видео, дело очень сугубо индивидуально, так же, как и узор, который вы выбираете для плетения какого-либо изделия. Вот, поэтому здесь вы можете выбрать загибку розга, или загибку изида, или какую-нибудь другую объемную загибку, или совсем простую загибку. Здесь каждый выбирает то, что он любит, и что ему нравится, и что ему удобно плести, самое главное. Конечно же, мой котик Лёва не упустит возможности проконтролировать процесс плетения загибки, как это хозяйка делает, все ли хорошо она там выполняет, постоянно со мной тусуется и иногда мешает, конечно. Соответственно, мы выполняем последний этап загибки очень-очень аккуратно. Не нужно мять трубочку по всей длине, особенно в тех местах, где она у нас ложится во внешнюю сторону и видна. Очень аккуратно ее укладываем и прячем. Заканчиваем, делаем последние штрихи. И здесь я вот по всему периметру обязательно подтягиваю всю эту загибку. Если что, где надо, немножечко утрамбовываю кончики трубочек. Если где-то они выпирают у меня, высовываются, вылезают, в общем, все это дело я подправляю, выравниваю, чтобы все красиво смотрелось. Такая загибка смотрится достаточно интересно, на мой взгляд, и очень похожа или на изиду, или на розгу, но, в общем, тоже какая-то интересность в ней есть такая. Ну, вот что у нас получается, вот такая подставочка или тарелочка для пасхальных яиц. Сейчас я покажу, как я делаю наполнение именно в саму тарелочку, чтобы яйца пасхальные красиво смотрелись. Я беру обычную гофрированную бумагу, Лёвыч опять пришел мне тут помогать, обязательно контролирует процесс, и ножничками ее нарезаю вот такими полосками, совсем такими тоненькими, где-то может 0,3 мм шириной. Гофрированную бумагу беру прямо в пучке, я ее никак не раскладываю. Вот таким образом ножничками нарезаю. Где-то полосочек 10 хватит, наверное. И затем я этот каждый пучок гофрированной бумаги вот таким вот образом разминаю, раскладываю, расправляю, и получается такое интересное наполнение для пасхальной тарелочки. Ну вот такая тарелочка или подставочка для пасхальных яиц у меня получилась. Напишите, поправьте, может быть, у вас есть какое-то другое название этому изделию, чему я буду очень-очень рада. Пишите в комментариях ваши варианты. Я очень надеюсь, что вам понравилась и идея, и это видео. Я буду благодарна вам за лайки, за репосты в соцсетях, и обязательно подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях легкого плетения, друзья. Пока-пока!